Что вы сделали? Да так, развлекался немного, вот что я делал. И что мы имеем в результате? Это энергетическое устройство, которое захватывает электроны, доступные практически где угодно, и переводит их движение в полезную энергию. И как это получается? Ну, когда мы переносим их из окружающей среды, окружающая среда — это источник электронов, когда мы переносим этот источник энергии из его среды по принципу движения воды с гор, которая всегда течет вниз, в результате, в случае с электронами, когда вы их разгоняете и уровень выше, чем в исходной окружающей среде, получается полезная энергия. Как вы пришли к такому заключению? Ну, когда я понял, что ускорение движения электронов — это впечатляющий источник энергии, я разработал способ их захвата и перевода в более полезный источник. Что побудило вас этим заняться? Что побудило? Ну, сначала я услышал, что это невозможно сделать. Об этом мне говорили все эксперты. Это прозвучало для меня неубедительно. Ну и тогда я решил посмотреть, что они скажут, если это станет возможным. Когда я понял, что компоненты электрического поля имеют последовательные компоненты магнитного поля, и то, что они равны и всегда появляются вместе, если обратиться к геологии, то можно изучить карты электромагнитных полей, которые говорят о том, что поверхность Земли содержит в себе огромное количество электричества. Это была очень полезная для меня информация. Пытаясь разрешить проблему относительно активности электронов, я понял, что энергия повсюду и постоянно, и ее очень много, и она идет потоком, пока его не потревожит, не зациклить. Активность циркулирования можно увидеть в радиоустройствах. Итак, вы ускоряете электроны и создаете электрическое и магнитные поля. И ускоряя движение и удерживая эти поля на высших уровнях ускорения, получаете большое количество энергии. Каковы предпосылки вашего изобретения? Профессиональные и научные. История моей работы в сфере нефтяной индустрии. У меня инженерное образование, и я хорошо знаком со всеми разработками, связанными с электричеством и электромеханикой, и физикой, и со многими другими вещами относительно этого вопроса. Я всегда уделял пристальное внимание разработкам, которые считал подходящими для моего вопроса. Поэтому, когда люди говорят мне, что этого не может быть, забудьте об этом, я считаю это неосмотрительным. Я думаю, конечный пункт — это куда идет энергия. Я думаю, как и любые другие разработки, данное устройство очень прибыльное. Это то, что может быть распространено по всему миру, а не принадлежать кому-то индивидуально или какой-то одной стране. Основной эффект устройства — это генерация, которая возвращает кислород в атмосферу. Никакие до сих пор известные доступные энергетические методы не способны это делать. Практически ничто, совершенно ничто, если вы задумаетесь, не использует эту систему.
Это как-то похоже на то, о чем говорил Никола Тесла? Да, за основу были взяты исследования Николы Теслы. Я пытался как бы проникнуть в сознание Николы Теслы и расширить, и дополнить то, что он делал. То есть вы отлично понимаете то, что он делал? Да, я отлично понимаю ход его мыслей. Откровенно говоря, когда я занялся этим вопросом, я не знал о Тесле. Более 5 лет я не обращался к нему. Действительно? Да, я знал имя, но не имел представления, особенно о значимости его идей. Люди начали говорить, что я делаю то, что делал Тесла. Я действительно делал то же, что и Тесла. Это меня очень заинтересовало, когда оказалось, что кто-то мыслит так же, как и я. Вы упоминали Джеймса Клерка Максвелла. Да. Что вы можете сказать о нем? Несколько слов. В случае Джеймса Клерка Максвелла он был профессором Кембриджского университета. Он объединил все, что было сделано в этой области до него, и облег в математическую форму, чтобы можно было это описать и повторить. Он был тем человеком, который собрал все части пазла, кроме одного. Вообще, его мысли идут очень близко с моими. Я исследовал его труды, некоторые из его книг, оригинальные экземпляры, имеются у меня в библиотеке. Его труды были изданы после смерти факультетом Кембриджского университета. Некоторые из трудов, что политически вполне корректны, не были приписаны Максвеллу. Иными словами, если бы он получил признание, мы имели бы другую книгу? Да. Очень многое не является открытием Максвелла, по большому счету. Это были разработки факультета физики Кембриджского университета. Я считаю это политически корректно. Например, труд Оливера Хависайда по теории электромагнетизма, я могу показать вам, был опубликован на 50-100 лет раньше. Люди, возможно, думают, откуда я все это беру. Я имею доступ к дюжине университетских библиотек, включая библиотеки в США, Италии, Англии, Германии, Франции. Я изучил все эти библиотеки вдоль и поперек. Я знал с первого момента, что это будет работать и как это будет работать. Like you wouldn't believe. I knew from the first moment that it was going to work and how it was going to work. Правда? Сейчас вы пытаетесь создать что-то особенное? Нет. Все, что я сейчас делаю, это восстанавливаю окружающую среду. Расскажите об использовании радиочастот. Я слышал, что вы используете радиочастоты для этого. Электрон, когда вы раскручиваете его и придаете ему движение, получается электрическое и магнитное поле. И чем быстрее вы разгоняете электрон, тем больше становится электрическое и магнитные поля. Поэтому, когда вы разгоняете электроны до 60-120 оборотов в секунду и одинаковое количество электронов, и затем разгоняете до 1 миллиона оборотов в секунду, кривая роста электромагнитного поля идет таким образом. И когда это происходит, и вы захватываете ее в одной из высших точек, вы получаете гораздо больше энергии при том же количестве электронов, чем в низших точках. Можно сказать, мы получаем свободную энергию, как некоторые это называют. А как вы ее называете? Я бы сказал, что мы получаем то, что там есть. Термин «свободная энергия» используется учреждениями. Они все однотипны. Они все описывают явления различными словами.
Вакуум, атмосфера, эфир. Это похоже на the раскручивание хула-хупа. same thing. Лучше читать книгу и After разговаривать ether, одновременно, чем собирать то, о чем не имеешь никакого понятия. А конкретнее? air or whatever, they're all describing the same thing, and it's a hula hoop mentality. It's whoever happens to be writing the book or talking at the time, and they're grasping at something which they don't really understand. Хорошо. Okay, В 20-х годах in the люди открыли, что земная 1920s, кора имеет people discovered электрические that характеристики. in И многие studying тогда the Earth's решили, crust что электрическое that поле it Земли had electrical бесполезно или characteristics. равно нулю. And most people Но если consider вы that the Earth's заглянете electrical tуда, field is то обнаружите, useless or что на near поверхности zero. Земли невероятные электрические When you заряды. actually Они везде, look вокруг into вас. it, you find Они that не the Earth различаются has на an коротком enormous расстоянии. electrical charge on it. И все It's just that измерительные it's электроприборы everywhere about you. могут определить It doesn't различие vary между in a базисной short точкой distance. и другой So точкой. all of the instruments that are made Электрические to measure пучки, electricity когда вы are made to начинаете их measure a reference измерять, point и and another магнитные point. пучки, которые, по So сути, другая the сторона electrical той же flux, when you медали. start measuring electrical Видно, flux что на самом деле or Земля magnetic обладает flux, колоссальным which is the электрическим other полем. side of the coin, you Нет, find я уже that the Earth сделал has вывод an enormous перед тем, как начать работать над electrical устройством, field. и это No, заставило I меня had начать the разработки. conclusion before I ever Я знал, started. It was what что got это me into it to электромагнитная begin основа. with. Нельзя рассматривать одно без другого. И когда вы Yeah, I knew that перескакиваете с одного на there was an другое, то вот эта точка electromagnetic. перехода You и can есть have то one место, где without the находится other, полезная and it энергия. flips. И чем And when больше it flips, вы перескакиваете из at одного that поля в flipping point другое, is where you тем have your больше это useful энергия. energy. And the more you flip it, the more you have useful energy. Это как-то связано с тем, что планета вращается с частотой 8 Гц? Или что-то в этом the роде? death frequency is 7 cycles Земля per имеет second. частоту 7-8 So оборотов в the Earth секунду. is, И это сейчас depending on устойчивый who you talk показатель. to, Если has вы a сможете frequency of построить around 7 or устройство, 8 cycles которое per будет second. захватывать And это, that's consistent. то вы Now, if получите you built a энергию. device that would Но ее capture уровень that, будет you would очень have an низким, energy level, but it would поскольку be вы very low не because you're перебрасываете not flipping the достаточное количество electrons электронов. that В much. других электрических системах Земли In the other есть Earth's некоторое electrical количество systems, there are a в number одно of и them то же running all время at one и time. You одновременно. have the Ионные слои ionized layers that располагаются are один над up другим. above. They're one side Земная of a кора, capacitor. поверхность The Земли, Earth's между crust слоями or земной surface is коры one и side of a ионовыми capacitor. слоями So you есть have an огромный enormous электрический electrical потенциал. potential between the ionized layers and the И в Earth's surface, радиоэлектронике мы and you имеем have an точную exact копию, duplicate of it in the потому Earth's что в surface, because конденсаторе in одна a пластина capacitor, имеет one идентичный plate has to второй, equal и the между other ними one, or происходят else you've разряды. got discharges between them. В атмосфере And it's the есть turbulence также и in the турбуленция, atmosphere которая that разрушает этот баланс. disturbs this Поэтому мы имеем молнию и balance другие электрические where you волнения. get your lightning and other electrical disturbances. So, Молния сама по себе lightning is образуется над over единством. unity in itself. Земная поверхность образует единство. Ambient or Все, earth что вы ground видите над поверхностью, is находится над unity. единством. Поэтому And молния anything that you тоже над see единством. other than that is over unity, so that Все в means that природе очень lightning is просто. over unity. Другие вещи, включая молекулы, они движутся, соприкасаются. Трудно представить, что электрон может вылететь отсюда, не вступив в реакцию с чем-то еще. В качестве наглядности одни электроны имеют больший отрицательный заряд, чем другие. То есть, имея больший или меньший заряд, электроны имеют знак плюс и минус. Поэтому электрон с меньшим зарядом притягивается электроном с большим зарядом. И они оказываются как бы один в другом. И, соответственно, легко распадаются. Когда вы раскручиваете их вправо, получается магнитное поле, когда влево — электрическое. А когда вы их разъединяете, то получаете оба этих поля. И когда они опять соединяются, вы получаете напряжение и магнитное поле опять вместе. Это означает, вы получаете полезную энергию. Это заставляет по-новому взглянуть на весь мир энергии. Это очень простая гипотеза.